Если вы считаете себя белой вороной, то, возможно, дело не в какой-то вашей странности, а в высоком уровне интеллекта. Дело в том, что принято считать, что вот высокий интеллект — это что-то про какую-то уверенность, не знаю, высокие социальные компетенции. На самом деле это вещи, которые прямо не связаны, а на практике часто бывает вообще наоборот, что человек с высоким интеллектом, он постоянно находится в каких-то внутренних рефлексиях, вот эта его внутренняя мнительность, размышления, они приводят к тому, что он может быть немножко неловким в обществе, и иногда его поведение кажется несколько странным. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы поговорим с вами о 6 странных привычках людей с высоким уровнем интеллекта, чтобы понимать, что это не проявление какой-то патологии, а это особенности того, как в их поведении проявляется их этот высокий интеллект. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая странная привычка людей с высоким интеллектом, что такие люди могут разговаривать сами с собой, и иногда, будучи увлеченными этим своим внутренним диалогом, они могут разговаривать сами с собой, где-то в публичном месте. Так вот ты смотришь, идешь, человек идет разговаривать сам с собой. Мы обычно думаем о чем? Что у человека психические какие-то проблемы, потому что мы знаем, что люди, когда находятся в психозе, когда человек галлюцинирует, он как будто бы разговаривает сам с собой. Но, правда, надо понимать, что когда человек галлюцинирует, он разговаривает не сам с собой, он разговаривает с галлюцинацией. В его картине мира он разговаривает с кем-то реальным. Просто нам это со стороны выглядит так, что человек разговаривает с каким-то внешним несуществующим объектом. Для чего люди с высоким интеллектом разговаривают сами с собой? Потому что таким образом они структурируют мысли. Вот ему пришла какая-то в голову идея, или он там столкнулся с каким-то вопросом, у него понеслись какие-то мысли, и проговаривая, он как бы их немножко замедляет, чтобы успеть какое-то внимание уделить своим этим мыслям. Вторая привычка людей с высоким интеллектом: им скучны часто бывают обычные разговоры, потому что в таких разговорах сложно как-то за что-то зацепиться. Какая-то компанейская беседа, обсуждают какую-то последнюю серию какого-то сериала, там говорят о погоде, какие-то там, не знаю, мемы, пересказывают какие-то, не знаю, анекдоты, которые миллион раз он уже слышал. В такой ситуации он, может быть, даже хочет, как-то по-компанейски посидеть, повключаться в этот разговор, но он теряет внимание, он отключается, начинает думать, уходит в какие-то свои мысли, и людям со стороны кажется, что он какой-то рассеянный или какой-то отстраненный, иногда его могут даже воспринимать как он такой высокомерно отвергающий. То есть люди с высоким уровнем интеллекта часто выглядят скучными. Кажется, что им все скучно, им неинтересно разговаривать в компании. Третья странная привычка людей с высоким интеллектом — это то, что они часто откладывают дела. То есть здесь есть парадокс. Вроде бы высокий интеллект, оказывается, что это не равно высокая дисциплина. То есть человек вроде бы планирует какие-то процессы, но не может их довести до конца или откладывает вообще то, чтобы приступить к этому. Почему? Потому что, во-первых, он видит слишком много вариантов. Во-вторых, часто бывает так, что он мыслительно этот процесс уже сделал и завершил. Он уже как будто бы себе умозрительно понимает, какой будет результат, и он уже удовлетворен, ему уже начинать это вроде бы как и не нужно. А вот эта вот рутина, которая требует такую тупую дисциплину, эта вещь может быть у такого человека слабым местом. То есть он вот задумывает какие-то вещи вроде благие, важные, но вот их сделать у него как будто бы не хватает сил, не хватает терпения. Четвертая странная привычка людей с высоким интеллектом — это у них может быть странный режим сна. Опять же, это может быть связано, если у человека есть там СДВГ, какие-то тревожные расстройства или вообще повышенный тревожный фон. Это происходит таким образом, что вот наступает ночь, у него всплеск идей вечером, потом у него какие-то мысли ночью, он не может выключить голову, поэтому он долго не спит, а потом, соответственно, утром если ему никуда не нужно идти, он спит там до обеда, если нужно идти, то он ходит разбитый вот в первую половину дня, потому что он уже не выспался. Приходит в себя только к вечеру, и тут у него как раз вот всплеск идей опять, поскольку он вроде как к вечеру пришел в себя, он о чем-то начинает думать, мечтать, не хочет ложиться спать, потому что вот я сейчас же себя чувствую, какая-то вот есть энергия, я могу вот это в голове поразворачивать какие-то мысли, что-то запланировать, и опять он засыпает очень поздно и не высыпается. Пятая странная особенность людей с высоким интеллектом — это то, что они могут быть эмоционально холодными. Опять же, знаете, как если где-то добавило, то где-то убавило. Люди с высоким интеллектом, это не обязательно, но часто бывает так, что у них есть определенная аутичность, куда-то туда в сторону синдрома Аспергера. То есть это люди, которые не улавливают тонкие эмоциональные моменты, какая-то тактичность им чужда, они больше следуют за логикой, они могут, например, громко разговаривать, не понимая, что они мешают окружающим, потому что в этот момент его прет какая-то идея, ему важно что-то людям объяснить, потому что он это уловил, ему кажется, что все это не понимают, и он не замечает вот этих, просто таких человеческих, социальных важных аспектов, как то, что он может кого-то ранить, что он кого-то перебил, просто что он шумно себя ведет, неуместно контексту. То есть бывает так, что высокий интеллект, он как будто бы конкурирует с этой вот социализацией. Шестая странная особенность людей с высоким интеллектом — это что такие люди подвержены излишним сомнениям. Излишним, конечно, с точки зрения окружающих. То есть поскольку такой человек, как правило,
за жизнь получать достаточно много знаний благодаря своему высокому интеллекту. Он может видеть больше вариантов, он может дальше прогнозировать последствия своего выбора того или иного варианта. И в какой-то ситуации, где для всех окружающих выбор очевиден, он может как бы так замедлиться и какое-то время, ну не знаю, размышлять. То есть со стороны кажется, что он как бы тормозит. То есть, например, там предложили в ресторане курица или рыба, все выбрали курицу, он сидит, думает, смотрит, говорит, ну ладно, я тоже выберу курицу. Со стороны выглядит так, что он либо или неуверенный, или какой-то тугодум. А на самом деле он просто взял себе столько времени, сколько ему нужно для того, чтобы посомневаться и принять такое взвешенное, что ли, решение. Со стороны выглядит так, что он какой-то медленный и вообще непонятно, потому что людям не видно, что у него в голове происходит. Высокий интеллект — это адаптивная функция, то есть когда человек может решать нестандартные задачи, получается, ему как будто бы легче должно жить. Но из-за тех черт, которые я перечислил, такие люди бывают выглядят странными, это добавляет некоторых таких сложностей в социализации. Кроме того, есть ситуации, когда происходит компенсация. Неразвитость эмоциональности, неразвитость какой-то чувствительности человек компенсирует через развитие интеллекта. И тогда мы получаем, знаете, такой персонаж, человек очень умный, но не чувствительный. И таким людям, конечно же, очень сложно выстраивать отношения. Если вы понимаете, что вы компенсируете своим интеллектом свою эмоциональность, понимаете, что вам это вредит строить отношения, либо вы находитесь в отношениях или рядом с таким человеком, хотите с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылка на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с такими ситуациями. Может быть, вы когда-то, знаете, будучи увлеченными, разговаривали сами с собой, потом заметили, что вас кто-то увидел и как вы с этой ситуацией вышли. Или может у вас есть какие-то близкие или знакомые, это люди, про которых вы знаете, что, в принципе, такой умный человек, но вот в общении он какой-то такой нескладный. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.